Всех приветствую на своем канале. Сегодня будем вязать вазу из джута. Для работы нам понадобится крючок. У меня номер 4. Джут. Это у меня двухнитка. Реквизиты, где покупала, я напишу в описании. Ваза непосредственно, которую мы будем обвязывать. Маркер. Итак, приступим. Так, оставляем хвостик. 140 сантиметров, ну это в моем случае, так как у меня ваза диаметром 7,5 сантиметра. Так, делаем петельку. И для моей вазы мы делаем 30 воздушных петель. Для вашей вазы это может быть какое-то другое количество воздушных петелек, но в любом случае количество петель должно быть кратно 3. Набираем 30 воздушных петель. Выравниваем нашу косичку и замыкаем все в круг. Хвостик остается у нас, мы потом с хвостика сформируем внизу косичку. Так, замыкаем в круг. Столбик без накида, в эту же петельку еще один столбик без накида. Так, второй ряд по косичке мы пройдемся столбиками без накида. По кругу встретимся в конце ряда. Довязываем до конца ряда. Столбик без накида. И вот здесь, где мы начинали, делаем соединительную петельку. Сделали. Так, все, соединительная петля. Так, вот эту ниточку, что оставляли, мы сейчас свяжем 1-2 ряда узором и потом сделаем соединительную косичку, чтобы не было вот этих дырочек. Смотрите, из чего будет состоять узор. Так, вытягиваем вот эту петельку. Так, вытянули петельку. Теперь делаем накид на уровне этой петли. И еще один накид. Так, через 2 столбика без накида пропускаем в третий. Вот так вот. Вот где-то так на этом уровне. Теперь все вместе провязываем и делаем воздушную петлю. Здесь ставим маркер. Внутри у нас осталось еще 2 столбика без накида предыдущего ряда. Смотрите, делаем накид и провязываем 2 эти петли. Раз, накид, еще вот эту. Так, теперь накид, опять будем вытягивать петли туда же, где у нас и был этот рельефный столбик. Так, и накид еще раз через 2 петли предыдущего ряда вытянули, все вместе протянули, закрепили петлей. Теперь провязываем то, что осталось внутри. Накид за 2 полупетли предыдущего ряда, столбик с накидом, и еще раз столбик с накидом, следующую петельку. Вот таким образом у нас будет формироваться узор. Пока не очень видно, уже красиво будет получаться со следующего ряда. Итак, накид, туда же в ту же петельку, в которой у нас уже были эти вытянутые петли. Опять накид, 2 петли пропускаем, вытягиваем на одном уровне, все вместе соединяем. Накид и провязываем внутри 2 петли оставшиеся. Еще раз покажу. Накид в ту петельку, где была уже одна вытянутая петля. Так, накид, 2 пропускаем нижнего ряда,
вытянули на одном уровне, протянули, закрепили воздушной петлей, накид, две петли нижнего ряда, которые мы пропускали, в них у нас по одному столбику с накидом. Итак, идем до конца ряда, покажу, как закрывать ряд. Итак, делаем последний мотив узора, делаем накид, вытянули и вот 2 пропускаем туда, откуда у нас исходил первые вытянутые наши петли. Все на одном уровне, подтянули, закрепили, накид, вернулись назад и провязали 2 петли. Так, и теперь там, где у нас был маркер, вот сюда соединительный столбик. Все, таким образом не видно никакого перехода. Так, вытягиваем эту петельку, продолжаем второй ряд, продолжаем вязать узор. Накид, опять сюда же, вытянули, накид, теперь вот сюда, вот прям вот тут в пик этого узора, вытянули, протянули и закрепляющая петля, сюда ставим маркер. Теперь делаем накид и провязываем вот эти 2 петельки, которые остались. Вот одна, вот вторая. Они посерединке. Та, которая идет следующая, третья, там, ну, ее не особо видно, мы ее не провязываем. Накид, опять сюда, в центр цветочка, накид, центр предыдущего цветочка, предыдущего ряда, именно по центру, чтобы получался красивый узор. Вот сюда. Соединили вот этой петелькой, накид, провязали 2 петли, которые остались, столбиками с накидом. Накид, накид, соединили, провязываем столбиками с накидом вот эти 2 петельки предыдущего ряда. В конце ряда увидимся, еще раз покажу, как соединять. Итак, подошли к концу второго ряда, накид, еще один накид и сюда, откуда мы начинали второй ряд. Вытягиваем, протянули, закрепили воздушной петлей, провязали 2 столбика с накидом, все, и соединили в то место, где у нас маркер, соединительной петелькой. Все, так, вытянули эту петлю, сделали накид, вот так вот вытянули. Так, теперь опять в основании нашего цветочка накид, воздушная петля, ставим маркер. Теперь мы уже можем наблюдать, как формируется узор. Так, таким образом вяжем до нужной нам высоты, не доходя до конца края вазы, где-то 1 сантиметр. Так, и вот здесь, вот смотрите, мы оставляли хвостик, делаем косичку. Вводим сюда крючок, вытягиваем петельку и по кругу
обвязываем косичкой. Потому что тут у нас какие-то дырочки не очень красивые появились. Сверху мы точно так же сделаем столбики без накида, то есть как будем закрывать наш узор, и обвяжем косичкой, чтобы и снизу, и сверху у нас было одинаково. Вот, продолжаем обвязывать. Обвязали до конца, прячем хвостики и вяжем до необходимой нам высоты. Увидимся. Связали необходимую нам высоту, оставляя где-то приблизительно сантиметр до конца края нашей вазы, чтобы связать вот такой же узор, как у нас был в начале, простыми столбиками без накида. Вяжем только не за каждые петельки, а 3 петли провязали, одну, которая у нас вот была для соединения вот этих вот рельефных вытянутых столбиков, мы будем пропускать. Раз, два, три. Четвертую пропускаем. Раз, два, три. Четвертую пропустили. И так до конца ряда. Довязали до конца ряда. Делаем соединительную петельку. И теперь просто сделаем обвязку. Вот такой косичкой. В принципе, как внизу. Провязываем до конца. Смотрите, как получается. Прячем хвостики. Смотрите, довязали практически до конца. Обрезали кусочек джута. Теперь вот отсюда мы начинали. Вот отсюда у нас шла первая петелька обвязки. Вот на этом этапе вытягиваем петлю. Будем делать красивую петельку. И вот так ниточку протянули. И здесь вытянули. Все, прячем хвостики, одеваем на нашу вазу. Вот такая получилась ваза. Кому было полезно мое видео, ставьте ваши лайки, подписывайтесь на мой канал.